Ура, ура! Наконец у нас распаковочка долгожданная. Что же мы получили? Сегодня у нас фарфор из Англии. Давайте посмотрим. Приветствуем всех на канале Фарфор Европы. И это у нас... Давайте откроем и распакуем. Английский фарфор от очень известной мануфактуры Royal Worcester. Это... Кто догадался? Пишите в комментариях, что это такое. И это кодлеры. Кодлер – это чисто английское кухонное приспособление для варки яиц с жидким желтком в мешочек или пашот. Такая технология варки яиц в кодлере появилась в Англии в конце XIX века. Предмет представляет собой небольшой сосуд с плотно закрывающейся крышкой. Само тело кодлера, как правило, делают из фарфора, керамики или надежного жаропрочного стекла. Сверху металлический ободок, на который надевается и плотно закручивается металлическая крышка с колечком. А колечко для того, чтобы сосуд было удобнее доставать из кастрюльки. Чтобы приготовить яйцо в кодлере, его внутренние стенки, давайте раскрутим снова, смазываются маслом, а затем вливают яйцо. Посолить и поперчить по вкусу. Также можно добавить внутрь любые другие ингредиенты, так называемые топпинги, по вкусу. Зелень, грибы, овощи, сыр, ветчинку. Однако не стоит забывать, что для топпингов лучше взять более вместительный кодлер, рассчитанный более чем на одно яйцо. Вот этот стандартного размера на одно яйцо. И, конечно, кодлеры существуют больше, чем в одном размере. Мы обязательно расскажем об этом в одном из наших видео следующих. И подписывайтесь, чтобы не потеряться. Сегодня в нашей распаковке кодлеры от английского производителя Royal Worcester. Вот такие кодлеры-близнецы в оригинальной подарочной упаковке. Вот смотрите, как они здесь красиво располагаются. Да, это такой великолепный подарок. И здесь инструкция по применению. На английском языке, естественно. Но на языке производителя, конечно. А еще смотрите, как интересно. Пишется по-английски Worcester, а произносится-то иначе. Royal Worcester. Вот, какие хитрые англичане. Ну, это типично для английского языка. И давайте еще раз так посмотрели Инструкция на английском. И посмотрим декор. Вот с одной стороны такие ежевички, ягоды ежевики. Помедленнее показывай. Ага. Очень красивые такие цвета. Конечно, это деколь, безусловно. А с другой стороны это слива, плам. Но очень напоминает абрикос или персик. Такой декор называется ившем. Это по названию одного из городов в графстве Вустершир в Англии. Он находится в долине Ившем, территории, которая включает пойму реки Эйвон, известная своим огородничеством. Это пойма. На протяжении столетий долина Ившема считалась фруктовой и овощной корзиной Англии. Она известна во всем мире своим производством спаржи.
Вот такие красавчики у нас. Вот этот у нас набор-сет такой из двух стандартных на одно яйцо кодлеров. И еще приехал тоже в такой фирменной коробочке, но уже потрепанной. Но это же винтаж. Вот название. Ага, и название сбоку, покажи в коробочке, название, Эсли. да, самого паттерна, самого декора. Вот это, опять же, инструкция. Да, на английском. Как фабрика рекомендует делать яйца пашот. И вот такой красавчик. Здесь уже милый цветочек. Лиловый с голубым. Давайте его покрутим, что у нас с той стороны. Тоже цветочек. И такой декор называется Эстли. Эстли – это деревня и приход в графстве Вустершир в Англии. И с начала 80-х годов прошлого века в Эстли делают английские белые вина, включая игристые. Эти вина завоевали более 100 наград. Какие интересные английские маркетологи. Они не только продают свои кодлеры, а еще и рекламируют свои местечки разные. Ну, молодцы какие. Очень хорошо. А давай еще посмотрим клейма. Мы не посмотрели клейма. Давайте посмотрим клеймо. Вот у нас. Это старое клеймо. Сейчас фокус. О, поймали. И клеймо у тех стандартов. Там немножечко другое клеймо. Уже чуть более позднее. Да, кстати, фабрика Royal Worcester кодлеры сейчас уже не производят. Это уже раритет, который можно найти на различных интернет-площадках, что мы и постарались сделать. У нас впереди большое интересное видео распаковки разных форм, даже не форм, разных размеров кодлеров. Всего существует 4. Разных паттернов, разных декоров. Так что подписывайтесь, чтобы не потеряться и увидеть все, что производит эта интересная фабрика. Так, когда раскручиваем, лучше держать не за колечко, а полностью держать за крышечку. Колечко служит для того, чтобы вытаскивать из кипящей воды, из горячей. Вот еще раз посмотрим. Ну и, конечно, готовить и сервировать яйца в кодлерах – это просто удовольствие. Дизайн кодлеров очень порадует тех, кто любит изысканную сервировку стола. Красиво, душа радуется, и яйца пашот идеальные получаются. Да и при этом еще и посуду лишнюю пачкать не надо. Да. Вот сколько плюсов. Очень такое настроенческое. Видите, либо какие-то ягоды, фрукты, либо цветы. Ну и, конечно, это большая радость для детей. Да, дети очень любят кодлеры. Если, например, ребенка приходится уговаривать покушать, то такой кодлер с забавным рисунком значительно облегчает такие уговоры. Да, это уже получается как игра. И еще один получили. И вот такой вот пришел. И вот для сравнения. Он пришел уже без коробочки, но такой красавчик. Это размер уже двойной на 2 яйца. Это размер King. Давайте вот посмотрим. Это такой же декор, тоже декор Эстли. Но видите, немножко они видоизменили его, чтобы уже можно было, видимо, различать, где размер стандарт, а где размер King. Потому что по фотографиям на интернет-площадках далеко не всегда можно понять, какой размер. Продавцы делают фотографии очень по-разному. Вот здесь, смотрите, тоже лиловый красивый цветочек.
А здесь уже веточка бело-лилового с оранжевым. Вот такой красавчик. Давайте посмотрим на него клеймо. Тоже, это уже которая более поздняя. Да. Но это все вторая половина 20 века. А еще отметим, что вот такой вот изысканный предмет посуды, как кодлер, это прекрасный предмет для коллекционирования и даже для инвестиций. Мы обязательно расскажем об этом в наших следующих видео. А недавно, представляете, мы видели на одной из интернет-площадок, не будем называть, но она очень известная, редкий, коллекционный, даже можно сказать инвестиционный кодлер. За него шла нешуточная борьба на аукционе. И в конечном итоге тот кодлер ушел за 185 фунтов стерлингов. Это примерно 218 евро. Представляете? Это был декор, изображающий охоту на лис. Если мы вспомним и найдем изображение этого кодлера, в следующем видео мы обязательно его разместим. Так что ждите. Скоро продолжение. Вот такие интересные кодлеры. И как подарок на Пасху. И просто очень интересное для использования в своем доме и для сувенира кому-то из своих друзей. Это первая часть кодлеров, которые мы получили. Если вы хотите заказать для себя, заходите к нам в Telegram, ссылочка будет в описании. Но это еще не вся посылочка. Сейчас еще посмотрим. Ага, отлично. И вот этот сдвинь туда тоже. Ага, замечательно. Еще мы получили от известной английской мануфактуры Парагон. Вот такой. Пару. Чайная или кофейная, потому что чашечка большая, неожиданно большая, где-то 170 миллилитров. Это, конечно же, костяной фарфор, чем знамениты английские фарфоровые мануфактуры. Bone China. Смотрите, какая интересная форма. Идет по фарфору такая рифленость. Очень минималистичный, аккуратный, элегантный декор. Давайте посмотрим клеймо. Герб. И написано «By appointment to Her Majesty the Queen». Fine bone china. Костяной фарфор. China по-английски означает не только страну Китай, но также фарфор. China. Это сложилось исторически, потому что первые фарфоровые предметы импортировались из Китая. И до сих пор в Англии China означает фарфор. Это серия. Серия называется Athena, по-русски Афина, богиня Афина. Вот такой интересный декор. Греческие мотивы, видимо, очень-очень элегантно и очень изысканно. В стилистике ар-деко. У нас уже прежде была такая же чайно-кофейная пара, но тогда она была из Польши, и когда мы покупали, ее просто вырывали у нас из рук. Говорили, какая красивая филижанка. Это означает чашечка. Конечно, такая элегантность и нежность. А как появилось такое клеймо у Парагона? В 1926 году
Фабрика Парагон создала серию «Двое для радости» к рождению ее королевского высочества принцессы Елизаветы. Герцогиня Йоркская была в таком восторге, что купила у Парагон несколько предметов. И с этого момента началась долгая история покровительства этой фарфоровой мануфактуре. И королевский дом разрешил ставить свое клеймо на фарфоре. И это еще не все. Давайте посмотрим, что там еще пришло красивого. И пришел вот такой очаровательный ромбик. Бисквитный фарфор. Ну, конечно, это легко узнаваемо. Что это? Посмотрим. Это, конечно, Wedgwood. Но отметим, что Wedgwood чаще всего встречается в ярко-голубом цвете, а зеленый – это редкий цвет. А еще недавно мы встретили на барахолочке еще и более редкий цвет – черный. Фотографию прикрепим. Об этой фабрике, знаменитой своим именно бисквитным яшмовым фарфором, по-английски Jasper, мы рассказывали в своем видео. Ссылочку оставим в описании. Вот такая миниатюрная, элегантная, маленькая, для монеток, для украшений. Для ключей, может быть. Красивая форма. Это не для сигареток, точно, потому что нет отверстий, нет выемок. Вот такая у нас распаковочка сегодня, милая, 3 известных английских фарфоровых домов. Это у нас яшмовый фарфор Wedgwood. Это классический английский завтрак в кодлерах от Royal Worcester. И это элегантная кофейная пара или чайная от Paragon. А вы любите английский фарфор? Использовали когда-нибудь кодлеры? Пишите в комментариях. Приглашаем вас подписаться, чтобы не пропустить наши следующие видео. И до новых встреч! Пока!